Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. Команда Никиты Михалкова, которая активно расширяется с каждым днем и уже на данный момент насчитывает 75 сотрудников, а это известные советские и российские артисты, в основном почтенного возраста, которые пользуются уважением и доверием среди российского населения, на этой неделе провели ряд конфискаций и арестов среди российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Санкционные меры антикоррупционного комитета коснулись известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой и известной певицы 90-х годов Маши Распутиной. Надо отметить, что данные субъекты на данный момент находятся под арестом, поэтому конфискации подверглись их имущество, недвижимость и финансовые счета. В общей сложности у Елены Малышевой и певицы Маши Распутиной было арестовано имущество и недвижимости на общую сумму 19 миллионов долларов. В частности, за грубейшие нарушения в работе у Елены Малышевой были арестованы 14 медицинских клиник на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, 16 особняков в ближнем зарубежье и 5 дворцов-замков в Голландии, Германии, Франции и других странах. У певицы Маши Распутиной за длительную неуплату налогов и несвоевременную выплаты зарплаты работникам в течение длительного времени антикоррупционным комитетом были арестованы 6 горных заводов, 2 из которых находятся на Алтае. Помимо этого, сегодня утром произошел громкий арест в мире российского шоу-бизнеса. Была задержана супруга известного российского певца и композитора Дмитрия Юрьевича Маликова, бизнес-вумен и бывшая модель Елена Изаксон. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, супруга Дмитрия Юрьевича Маликова Елена Изаксон на протяжении почти 7 лет открыла незаконные сети модельных агентств и ночных клубов на территории Российской Федерации. На жену Дмитрия Маликова поступили многочисленные жалобы, что бизнес-вумен не выполняет условия контракта в модельных агентствах, а в ночных клубах постоянно происходят криминальные происшествия. В связи с этим был закрыт незаконный бизнес Елены Изаксон. Как отмечает руководство антикоррупционного комитета в лице Никиты Михалкова, министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина, все конфискованные средства из незаконного бизнеса пойдут на улучшение социального уровня жизни россиян, а в частности увеличение золотого запаса Российской Федерации, помощь многодетным, малоимущим семьям, семьям участников спецоперации, повышение социального пособия для участников спецоперации и социальные выплаты для пенсионеров по возрасту. Вчера поздно вечером поступила трагическая новость о заместителе антикоррупционного комитета и начальнике Следственного комитета Александре Ивановиче Бастрыкине. Вчера поздно вечером товарищ Бастрыкин вместе со своим сыном, также офицером полиции Иваном Бастрыкиным, участвовал в опасном задержании в одном из криминальных ночных клубов города Москвы под названием «Матадор». По словам товарища Александра Ивановича Бастрыкина, начальник Следственного комитета часто лично участвует в особо опасных задержаниях и своим примером показывает отвагу и мужество своим товарищам. Однако вчера подобное событие привело к трагическим последствиям. В ночном клубе «Матадор» проходила антикоррупционная проверка с целью закрыть ночное заведение в связи с грубейшими правонарушениями. Однако в данном ночном клубе в момент проверки находились представители особо опасной преступной группировки под названием «Гороховская». В результате ареста сотрудников ночного клуба был тяжело ранен сын Александра Бастрыкина, 33-летний молодой человек, офицер полиции Иван Бастрыкин, и на данный момент он находится в реанимации. Сам товарищ Бастрыкин в результате задержания получил 2 скользящих ранения в область правой руки.
начальник Следственного комитета отказался от госпитализации и только съездил на перевязку. Состояние сына Александра Ивановича Бастрыкина остается крайне тяжелым. Члены опасной гороховской группировки были задержаны. Сотрудники антикоррупционного комитета сделали повторное требование сделать жилищно-коммунальные услуги для пенсионеров по возрасту полностью бесплатными. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков и его заместитель, известный актер Александр Домогаров, выдвинули ультиматум. Если в течение месяца жилищно-коммунальные услуги не будут полностью бесплатными для пенсионеров по возрасту, то в противном случае руководство антикоррупционного комитета поедет на доклад к Верховному главнокомандующему Российской Федерации. На этой неделе в городе Светлогорске Калининградской области прошла первая благотворительная акция антикоррупционного комитета, которая предназначена для пенсионеров Российской Федерации. Сотрудники антикоррупционного комитета Максим Дрозд и Евгений Сидихин на протяжении почти 3 часов раздавали пенсионерам по возрасту бесплатные смартфоны, телефоны. Данное событие было связано с тем, что в скором времени у антикоррупционного комитета появится свой собственный телеканал и радиостанция. Команда Никиты Михалкова считает, что пенсионерам по возрасту будет очень удобно смотреть новый телеканал антикоррупционного комитета на бесплатных смартфонах. Если подобные акции будут пользоваться успехом, такие же мероприятия пройдут и в других городах Российской Федерации. Чрезвычайное событие произошло сегодня в утренние часы в Москве в центральном офисе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Службы ФСБ воспользовались тем фактом, что в утренние часы еще не было сотрудников антикоррупционного комитета, а только дежурный по офису член комитета, известный певец Александр Розенбаум, и совершили обыск в филиале антикоррупционной организации. Сотрудники службы ФСБ попытались незаконно изъять важные документы о антикоррупционной деятельности команды Никиты Михалкова. Однако в данном случае с самой лучшей стороны проявил себя известный певец и член комитета Александр Яковлевич Розенбаум. Он своевременно связался с руководством организации, и на место происшествия незамедлительно прибыли Никита Сергеевич Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Планируемый обыск в антикоррупционном комитете в итоге закончился абсолютно обратным результатом. Теперь службы ФСБ будут отвечать за незаконные действия по отношению к команде Никиты Михалкова. Важная информация о состоянии здоровья сотрудников антикоррупционного комитета. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 2 сотрудника организации: дочь Никиты Сергеевича Михалкова Анна Михалкова и Никита Малинин. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.